Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я вырезала круг диаметром 28 сантиметров, сложила его пополам и обвожу на большом листе бумаги. Я сегодня буду шить берет. Я давным-давно с детства их не носила, но тут вот решила сделать, и оказывается, для него есть выкройка. Я все очень подробненько изучила и делюсь теперь с вами. Значит, вот смотрите, половинку своего круга я обвела, отложила от края окружности по 8 сантиметров и делаю вот внутренний полукруг. После этого я вырезаю свою получившуюся деталь. Вот я складываю ее пополам и потом еще раз пополам. То есть получается в 4 сложения. И вот по линиям вот этих сгибов делаю разрезы. Но не до конца, чтобы вот полностью не отрезать эти сегменты, а вот до краешка, но не до самого конца. Потом я взяла свою вот эту же бумагу, на которой вырезала, у меня еще место на ней есть. И я вот первый сегмент приклеиваю, потом откладываю 2 сантиметра, вот чтобы этот разрез у меня вот так вот раскрылся на 2 сантиметра. И фиксирую второй сегмент. И то же самое делаю потом с каждым разрезом, то есть откладываю 2 сантиметра. Вот эта выкройка у меня получается, я делаю на свой размер, у меня 55,5, то есть я делаю где-то вот на 56. После того, как я все приклею, свою эту фигуру, я ее обвела и вырезаю. Если вам понадобится размер побольше, то, во-первых, верхний круг самый сделайте там 29 или 30 сантиметров. А во-вторых, вот как по краям, я сейчас покажу, вы можете добавить и с одной, и с другой стороны там нужную мерку. Там, допустим, я добавляла 1,5 сантиметра, и у меня получилось на 60 размер. То есть полсантиметра добавляет где-то 1,5 размера. Имейте это в виду. Но с двух сторон. И у вас таким образом увеличится вот эта вот мерка для вашего размера головы. Но мне не надо, поэтому я делаю для себя поменьше. По идее, вот эта вот часть должна равняться половине обхвата головы. Но она будет меньше вот при выкройке, потому что когда и надо оставлять ее меньше, потому что когда вы начнете пришивать, здесь будет скроена ткань по косой, и она будет тянуться, как косая бейка, и поэтому как раз вот получится то, что нужно. Сейчас вот на данный момент я линейкой вот такой вот специально купила такую линейку лекала. Вот на данный момент у меня получается 26 сантиметров. То есть, по идее, это получается вот на 52 размер. Но, как ни странно, в результате потом все сойдется. Так что не паникуйте, когда сделаете, если померяете, и вам покажется, что это маловато, лучше сделайте так, чтобы потом не пороть, не подгонять. Я посмотрела все свои ткани и выбрала вот эту, потому что она мягенькая и не колючая, и вырезаю из нее все свои детали. Оставляю припуски где-то в районе сантиметра. Сначала круг вырезаю, потом детали, которые в середине моего берета, и околышек. В результате вот 2 детали серединки, круг сверху, и вот околышек, это та часть, которая плотно прилегает к голове, называется околышек. Я его буду сшивать. Он у меня 58 сантиметров в длину, по сантиметру на припуске. И по ширине он у меня 8 сантиметров. То же самое, это те же самые детали для подкладки, кроме околышка. Околышек у нас будет один на весь берет. Иду на машинку шить. Сшила, разглаживаю шовчики аккуратненько все, чтобы у меня лежало красиво, не топорщилось на всех деталях. И на подкладке, и на лицевой части своего берета. Вот, складываю, смотрю, чтобы у меня все сошлось. Вроде бы сходится. И по окружности иду на машинку строчить. После того, как сшила, делаю, можно просто подрезать припуски, покороче их сделать, но я
решила сделать насечки и на подкладке, и на лицевой части. Околышек вдоль складываю пополам и заглаживаю, чтобы найти середину своей вот этой полоски. И после этого складываю лицевые части своего околышка и прострочу с припуском 1 сантиметр, чтобы у меня осталось на мою голову 56 сантиметров. Складываю все в нужную конфигурацию и буду сшивать уже верхнюю часть своего берета. Лицом к лицу я там, где у меня задний шов, в околышке у меня ведь один шовчик всего, я его ставлю так, чтобы он был посередине между боковыми швами средней части берета, чтобы у меня эти швы были боковые по бокам, а сзади был один единственный шов на околышке. Прошила все. Вот такой получается уже практически берет, только без подкладки. Можно даже уже померить. Вот, все расправляю, разглаживаю эти швы, но только не утюгом, туда уже я не пролезу, рукой так расправляю. И уже можно пришивать подкладку, то есть надо назад вывернуть, чтобы наизнанку у меня берет был, и лицом к лицу вот эти швы боковых сторон мы складываем, и по окружности можно сшивать. Единственное, что я забыла сказать, в подкладке надо оставить отверстие для выворачивания, не забыть. Вот, но я пока не буду сшивать, потому что я хочу украсить свой берет. И я хочу, смотрите, вот у меня задний шов, по бокам боковые, и передняя часть, вот это вот, видите, я мелком отметила полосочки. Вот здесь вот я хочу сделать какое-то украшение, чтобы он был не скучный берет, а посимпатичнее как-то. Можно аппликацию какую-то сделать или цветочки из этой же ткани, ну что-то такое интересное. Но я буду вышивку делать, потому что я кроме вышивки ничего толком не умею. Я кривовато прилепила в кусок флизелина клеевой ткани, но неудобно, потому что в готовом изделии. Для того, чтобы укрепить и уже вышивать по такому укрепленному участку. Совершенно обычные стебельчатые швы. Показываю стежки. Просто по-быстрому так вот. Я не буду много, я их и много не знаю, этих стежков декоративных. Ну вот я прям вот одинаковыми все делаю. Вот такой типа елочки, типа листочки такие. Вот тоже они простые совершенно. Из одной стороны в другую. Просто выводите иголку. И у вас получается вот такая неземная красота. Я решила однотонную сделать вышивку, потому что неизвестно, с какой одеждой придется надевать этот берет. Поэтому, сам по себе он бежевый, он такой более-менее универсальный цвет. Ну и я решила, что не буду прям вот разукрашивать очень сильно. Просто сделаю однотонную вышивку. Ну и опять вывернула берет наизнанку, околышко складываю, чтобы он был вовнутрь. Отверстия показываю, швы боковые совмещаю в подкладке и в лицевой части. И по окружности прострочу. После того, как прострочила, через отверстие в подкладке выворачиваем. И уже можно посмотреть, что получится. Но я хочу сначала зашить свое отверстие. Можно вручную, но я на машинке. Подкладку вовнутрь вкладываем, и уже можно посмотреть, что у нас получилась красота. Но я хочу сказать, что тут пайетками еще украсила двух видов, маленькие и побольше. И вы же меня знаете, я же не могу остановиться на одной. Я сделала таких 2 штуки. И еще один я сделала берет для мужа 60-го размера. Здесь вот подкладка обычная. Я приехала в ателье к моей подруге, потому что у нее оказалась голова гипсового Сократа. Но вот берет моего мужа оказался ему маловат. Ну, на то он и Сократ, чтобы у него голова была больше. И мне наконец-то с Алиэкспресс пришел манекен женской головы. Я теперь могу показывать уже хоть на чем-то. Хотя здесь 52 размер всего головы, но можно сколоть сзади, что я и сделала. Обратите внимание, здесь я подвернула околышек. Если честно, на мне лично сидит вот лучше в таком виде, когда околышек подвернут. Но люди разные, на ком-то будет хорошо так, на ком-то так. Я лично собираюсь вообще этот околышек пришить.
Вот хотела показать, у меня манекен пришел с черепно-мозговой травмой, пока дошел, и немножко вот основание поломано. Но мне хоть что-то, хоть на что-то я теперь могу надеть и вам показать. И, если честно, я сразу начала придумывать, как мне ее назвать, эту мою девчонку, у нее и нос немножечко подмят. Вот, но нашла в онлайн-переводчике по-китайски девочка будет Нюхай. Нюхай, как-то так вот. И я решила, ну, нехай будет нехай. Девочки, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Конечно же, если вы не подписались еще, подписывайтесь на мой канал. Пишите, пожалуйста, комментарии, я всегда с удовольствием на них отвечаю. И огромное большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.